Производство угольных брикетов в домашних условиях. Всем привет, дорогие друзья, с вами Айбек Касыев на канале Бизнес по-узбекски. Если я что-то говорю на русском неправильно или что-то неправильно выразил, прошу прощения, все-таки узбек говорит на русском. Друзья, я вам сейчас покажу видео из архива 2018 года. Ну, в то время, понимаете, телефоны такие навороченные не были, поэтому качество видео немножко хромает. Сразу в начале прошу прощения. Плюс в конце видео, для тех, кто просмотрит до конца видео, я вам дам 3 классных инструмента, как увеличить доход в 10 раз. В любом бизнесе, в любом состоянии. Я сам этим пользуюсь, читаю книги наставника, очень много тренингов плачу. Просто для вас как бы. Еще, если кто-то хочет производить вот такие угольные брикеты у себя в стране, у себя в городе, я вам в начале дам задание. Если это задание выполните, если вашим углем получится сделать вот такой брикет, значит вы тоже можете сделать такой станок и, пожалуйста, производить брикеты. Но если кому-то надо, я могу продать чертежи этого станка. По этим чертежам вы можете сами сделать станок. Могу проконсультировать, если какие-то будут вопросы. Ну, естественно, это тоже небольшой доход. Друзья, посмотрите видео. В конце видео я вам, как сказал, дам 3 хороших инструмента для увеличения дохода в 10 раз. И объясню, как этот брикет делается, какой состав в нем, что добавляется и как он вообще производится. Если у вас это получится, я готов вам продать чертежи. Ну и, пожалуйста, делайте бизнес. Пошли, смотрим видео. За качество прошу прощения. Приветствую вас на канале Айбек Касыев. Сегодня я вам видео покажу. С этого места убрал я оригинальный звук, так как очень много шума. А теперь я вам расскажу. Этот угольный станок, плюс рядом стоит дробилка. То есть каждую угольную пыль просеивают, потом ее проводят через дробилку, чтобы она была максимально дробленной, максимально мелкой. Станок состоит из обычного шнека. После стоит большой редуктор 450, внизу стоит мотор размером, ну там 11 до 25 киловатт. Мотор нужен более мощный. Вот тут я вам показываю уже готовые брикеты, спрессованные. Вот в этом виде они сушатся, они практически даже сухие. Их сразу же можно со станка брать и сразу кидать как бы в костер. Работает типа мясорубки, то есть как мясорубка. В конце это все выдавливается, спрессуется, и с помощью спрессовки выходит вот такой вот брикет. В брикете есть небольшое отверстие размером там 20-15 миллиметров, ну это в зависимости. Его можно просто бить, он выходит, ломаете и складываете. А потом в мешках, в килограммах, это все у нас в Узбекистане продается. Кому нужны чертежи, далее уже посмотрим. Как вы видите, на станке используется редуктор. Редуктор 450 и 500, большой очень редуктор. Мотор от 11 до 25 киловатт. Вот, ну и естественно там уже шнек и все такое. Ну это все можно сделать в России, в Украине можно сделать, и в Европе тоже можно сделать. Делайте, пожалуйста. А теперь поговорим о составе, из чего он вообще состоит, как он делается. Это угольная пыль, и есть этот брикет, который вы видели. Он из Узбекистана, то есть где производят у нас в Ангрен. У нас есть город Ангрен, и в Ангрене производят этот уголь. У этого уголь КПД чуть меньше, чем уголь, который находится в Казахстане, в Караганде. В Караганде КПД больше, он лучше горит. Но у нашего ангренского угля вязкость, она более лучшая. И если этот телефон я выключу, будет еще лучше, потому что кто-то его забыл выключить. Чертовой матери этот iPhone. Иногда не люблю вот эти айфоны, не обижайтесь. Короче, наш уголь, он более вязкий, чем уголь в других странах. И такой вопрос, в некоторых странах такой брикет производить не получается. За счет чего? За то, что в угле нет вязкости, и он как бы не крепится на угле. Ну, как бы не связывается. Что мы используем вместе с связывающим? Вот на этом видео связывающее использовалась это сухая обычная глина. То есть в сухом виде угольная пыль смешивается с глиной, после она замачивается примерно на 2-3 часа, и потом уже бросается так, примерно влажность на 30-20%, и, как бы сказать, закидывается в станок. За счет этого станка получается, как видели, брикет. Этот брикет можно использовать в шашлыках, в барбекю, в домашних условиях можно использовать. И сразу говорю, он не горит, как
идеальный уголь. Это все-таки угольная пыль, угольный мусор. Все сделанный брикет из мусора, и поэтому немножко КПД падает. А теперь вам задание. Если вы хотите такой брикет попробовать сделать или купить у меня чертежи, что вам надо сделать? Для начала возьмите, просейте угольную пыль, чтобы она была более, как бы сказать, мелкая, более вязкая. После берете, смешиваете, делаете три пропорции. Первая пропорция это 50 на 50, то есть 50% сухой глины, и 50% угольной пыли. Замачиваете примерно на 2-3 часа. Вторая пропорция, там 30% глины, 70% угольной пыли. И 10% глины и 10% угольной пыли. Это три вида смеси. Это все смешиваете, замачиваете. И еще отдельная, еще третья, четвертая как бы смесь. Попробуйте взять примерно, ну там скажем, ведрочко, ведро угольной пыли. Смешайте около 20% плиточного клея. Ну, плиточный клей, это вы знаете, когда в кафельных клеях используется. Это все смешайте, а потом просто возьмите в руку и вот так сделайте кулак. Просто вот так сожмите в руку и отпустите. Если вот то, что у вас в руке останется что-то такое прессованное, это считайте у вас брикет. Это получается брикет. Но если вы взяли, а потом отпустили, он рассыпался, его нету, значит поймите, что ваша смесь, она не вязкая. За то, что нет вязкости, она не брикет, не крепится. Мы вот так это все испытываем. То есть возьмите вот эти 4 вида смеси, попробуйте, просто скрепите, сделайте несколько комков вручную, сделайте, высушите их, а потом где-нибудь сожгите, там, в печи или где-то, попробуйте использовать. Если в основном 50 на 50 очень долго горит и очень малое КПД. Мы советуем вот такие 50 на 50 использовать в теплицах ночью. Почему ночью? Потому что 10 брикетов закинули, и она очень долго горит и как бы удерживает тепло вашего котла. А остальные 30 на 70 или 10 на 70, он более лучше горит, и от него КПД более лучше. Попробуйте вот эти смеси сделайте конки, сожгите. Если у вас получилось, я всегда готов вам продать чертежи. Вот мой email адрес, пишите на email адрес, также мой номер телефона. Для WhatsApp, в основном я в WhatsApp отвечаю. В Телеграме не отвечаю, потому что Телеграм у моего ученика. Пишите на WhatsApp, мой номер телефона, я вам отвечу. Если вам нужно будет чертежи, продам вам чертежи, проконсультирую, как этот станок уже собрать полностью до конца. Если получится, для вас бизнес. А теперь самое интересное. 3 вида способа, как увеличить доход в 10 раз. Что надо для этого делать? Друзья, я очень много читаю книги. В год минимум 12 книг, это месяц одну. Максимум до 25 книг читаю в год. Вот это один из моих наставников. Кто-то его думает шарлатаном, кто-то его этим. Поймите. Доллары, мультимиллионер, думаю, это уже что-то говорит за него. У него есть миллионы, значит есть. У меня также есть наставники миллионы. Также я сейчас в данный момент обучаюсь у одного человека, у которого ученики, например, если в России 10 миллиардеров, из них 6 миллиардеров, это его ученики. Я не буду его имя говорить, потому что это кому надо, он сам поймет. То есть 60% миллиардеров России, это его ученики. Я вам скажу 3 секрета, которые реально работают. Друзья, например, вы не знаете, как по одному просто телефонному звонку можно сговорить с любым человеком, который находится в другом мире. В другом краю мира. Не в мире, а в другом краю мира. То есть, если он находится в Америке, я через WhatsApp могу с вами связаться и поговорить. Мы можем прямой в секунду по WhatsApp с вами общаться. А вы когда-нибудь думали, как это работает? Как ваши слова, каким способом, через чего они передаются на тот край света, и как он это секунду в секунду это все видит? Вы не знаете. Вы не знаете, как ваши слова. Например, жест моей руки видите, но не видите жест этих процесса этого работы. Почему? Потому что это знания, это какие-то глубокие знания. Но это вам не мешает использовать телефон, им пользоваться. Вы не знаете, как работает машина, как двигатель машины работает, как он приводится. Понимаете, что в одной машине до хера датчиков, но вам это не мешает использовать эту машину. Точно так же эти 3 системы работают, и если вы будете эти 3 системы пользоваться в течение минимум 5 лет, я вам гарантирую, у вас доход увеличится от 10 до 50 раз.
от 10 до 50 раз. Гарантированно. Что? Первое. Что бы вы ни делали, от своего дохода делайте благотворительность. Делайте бизнес Всевышним. Делайте бизнес Всевышним. У мусульман 2,5% ежемесячно. Вот сколько вы заработали, 2,5% надо отдавать на благотворительность. У христианин, у другой веры людей 10%, то есть десятина. Заработали там, например, 1 миллион рублей. 100 тысяч отдайте на благотворительность. Делайте благотворительность. Не знаю, как эта система работает. Даете, получаете, даете, получаете. Знаете, у мусульман это... У меня около более 2000 учеников, которые зарабатывают, почти из них 2 или 3 уже долларовые миллионеры. Мои ученики долларовые миллионеры. Они просто 2,5% отдают и сразу получают деньги. То есть Всевышний, работаете вместе с Всевышним. Это самый лучший бизнес. Это то, что я вам говорю, то, что мои наставники говорят. Это был первый секрет. Просто попробуйте 3 месяца. От того, что заработали, мусульмане 2,5%, от другой веры 10% просто отдаете на благотворительность. Вот просто испытайте, а потом узнаете. Второй секрет. Сколько бы вы ни заработали, чтобы ваш доход увеличился, чтобы у вас в руках появился баракя, на русском как-то будет баракя, я не знаю, ну кто знает, напишите, баракя это благодать. Чтобы у вас был благодать, возьмите, добавьте в свой бизнес своих родителей. Если вы работаете на кого-то, в свою работу, на свой доход, сделайте как бы партнерами своих родителей. Как делать партнеров своих родителей? Просто 10% от чего-то заработали, разделите на 2. 5% маме, 5% отцу. А если вы женаты, то разделите на 4. Вот эти 10% на 4. По 2,5%. Отдайте маме, отцу, родителям жены. Я вам гарантирую. У вас так доход увеличится, у вас так деньги очень много станут. Понимаете, вы даже не поймете. У меня были ученики, которые работали в государственных учреждениях. У них была фиксированная зарплата. Они мне говорили, как это? Это невозможно, чтобы наша зарплата увеличилась. Но понимаете, они в конце года мне говорят, наставник, я написал 10 целей. Из этих каких-то целей, чтобы я заработал, чтобы я купил вот эту вещь, мне надо было 10 лет работать. Но в конце года этот гребаный, вот этот, как называется, MacBook, чтобы его заработать, я должен был заработать 2 года, чтобы его купить. Но он у меня на столе стоит. Всевышний дал мне этот MacBook. Я не знаю, как он, но у меня MacBook. Я когда писал, я не верил, что это у меня произойдет. Он просто записал 10 целей. Он давал благотворительность. Он от своей зарплаты давал 10% своим родителям. И это, понимаете, иногда этот iPhone гребаный со своей музыкой, будильником меня все время мешает. Прошу прощения, поэтому я не люблю эти айфоны. Не знаю почему, мне более Galaxy используются. Просто парень сказал, я ему сказал, он сделал. Самое интересное, он зарабатывает нормальную сумму. Он купил, он говорит, я даже иногда не понимаю, откуда мне приходят деньги, но деньги приходят, и все мои мечты реализуются. Второй секрет. Отдавайте 10% от своей зарплаты, сколько вы заработали, своим родителям. Ребята, просто 30 дней, 3 месяца, вот то, что я говорю, делайте. А потом результат напишите в комментариях. Я буду очень рад, если вы напишите свои результаты. Даже если не получилось. Но я вам гарантирую, это работает. И не может быть, чтобы результата не было. 100% результат работает. Третий секрет, самый лучший секрет. Во всех книгах, вот даже вот в этой книге и в других всех остальных книгах этот секрет написан. Это обычный простой секрет. Сколько бы вы ни заработали, 10% оставляйте себе. Друзья, 10% оставляйте себе. Поймите, вы не должны всю жизнь пахать ради денег. Накопите деньги, инвестируйте во что-нибудь, чтобы деньги работали на вас. Чтобы деньги работали. Поймите, 10% это ваши личные деньги. Не станьте посредником. Посредники, знаете, это идет на работу, зарабатывает там какую-то энную сумму зарплату, а потом берет эту зарплату, отдает там электрику, в супермаркет, там, магазин одежды, там, бензозаправку, в метро. Короче, этот человек работает на всех остальных.
Он берет зарплату и всем отдает. Берет зарплату и всем отдает. А в конце месяца ему нифига ничего не остается. Вот этот жизненный посредник. Этот человек до конца своей жизни будет работать посредником. И самое худшее, когда постареет, будет просто тупо ждать, когда ему принесут пенсию. Друзья, вот эти 3 секрета. Если вы эти 3 секрета будете пользоваться, вы даже когда постареете, вам даже ваша пенсия с государства нифига не нужна будет. Вы просто даже в то время, даже на пенсии, вы будете делать благотворительность и всем помогать. С вами я был Абек Касымов на канале Бизнес по-узбекски. И у нас была бизнес-идея производства угольных брикетов в домашних условиях. Хотя это нифига не в домашних. А если у вас есть дома 380 вольт, это уже в домашних условиях. Пишите комментарии, было ли это полезно. Делитесь с друзьями, друзья. Я вас люблю за то, что вы есть, и я есть. С вами я, Абек Касымов. На следующем видео. Пока-пока.